Так, наверное, совсем хорошо, да? А, так, девушки, вопросы, да, которые вы задаете сегодня, в основном будут по старшим арканам. То есть, что кому непонятно по предыдущим лекциям. Вот. Ну и заодно хотелось бы, да, ответить вот на то, что нас девушки задают, какие вопросы. Так, Антонина, здравствуйте. Антонина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер всем. Не очень поняла карту колесница. Мгм, везде ее значение как прорыв движения. Но это же рак, а он пятница назад. Не очень понятно. Хороший вопрос. Хорошо. Я постараюсь на все эти вопросы ответить. Сначала быстренько, насколько возможно, я пробегусь по всем этим старшим арканам, да, чтобы вы вспомнили, чтобы напомнить вам о том, что это вообще за система. Почему в кружочек? Почему зодиак вообще? Каким боком, каким макаром? Что он там вообще делает, этот зодиак, да? Ну и, собственно, есть ли смысл работать с картами Таро именно в этой системе? Смотрите, во-первых, карты Таро, скажем так, образно, визуально это ну, можно сказать, это астрология в картинках. Не совсем, конечно, астрология. Там есть и каббала, там есть и нумерология, есть и алхимии очень много, но тем не менее основные значения примерно те же самые, что и в астрологии. Не потому, что все взято из астрологии, а тому, что и карты Таро, и алхимия, и каббала, и астрология рассуждают об одном. О душе человека, о его жизненном пути, о развитии человека во время этого жизненного пути. Поэтому и карты Таро, и астрология, они показывают один и тот же путь. Поэтому само собой, что очень многие символы будут совпадать. Вот так, ну, если мы говорим об одном и том же, то просто чуть-чуть разными словами описываем одно и то же. Думаю, что это понятно. Поэтому все это хорошо вписывается в те системы, которые удобны именно вам. Если вы видите все это дело, все эти символы с одних позиций, то вам удобно рассматривать их с позиции астрологии. Если ваше сознание ближе к кабале, допустим, да, вам интересно все это рассматривать с точки зрения кабалы. Если интересно с точки зрения нумерологии, алхимии, пожалуйста, никто не мешает совмещать карты Таро именно с алхимией, с нумерологией. Все это работает, все это зависит от того, как вы совмещаете все эти символы. Хорошо, пробежимся, значит, быстренько, чтобы вспомнить, что и как у нас тут было, да. Значит, в зодиаке есть такое понятие, как дом. Дом – это то расстояние, которое проходит Солнце примерно за месяц по небосводу, да? Движется из одного знака в другой, из одного созвездия в другой. Если взять условно весь зодиак, всю эту круговую систему за алгоритмы развития чего угодно, в частности человеческой души во время жизни, да, то можно условно принять весь зодиак за всю жизнь, да, это где-то 80, 90, 85 лет в среднем, да, для нормального, правильного существования человека. Если разбить на 7 лет каждый дом, то и выходит где-то вот примерно целая человеческая жизнь и набегает. 84 года. Опять же, все это среднее, все это очень условно, так как, ну, все люди разные, у всех жизнь разная. Первый дом, соответственно, это маг и высшая жрица. Добрый вечер, у вас очень интересное видео, классная подача. Спасибо. А, Значит, почему я не рассматриваю? Был один из вопросов. Я, наверное, по ходу пьесы, да, и буду вам рассказывать, собственно, отвечать на те вопросы, которые мне приходили раньше в личку, которые я вижу здесь сейчас в чатике, вот, их и буду объяснять. Спрашивали, почему я не рассматриваю вот в этом колесе зодиака Шут и Мир. Дело в том, что Шут и Мир – это две такие достаточно специфические карты, которые очень многие тарологи рассматривают как нечто единое, нечто целое, просто разрозненное во времени, скажем так. Это как один и тот же человек, да, только, скажем так, уже прошедший весь этот круг. Нельзя сказать, что вы теперешний и вы пятилетний, да, человек, что это разные люди. Нет, это один и тот же человек, да. Вы в момент рождения и вы в момент, ну, будущий, там, я надеюсь, еще не скорой смерти, вы это один и тот же человек. Но качественно это разные люди, хотя это одно и то же, да. Поэтому Шут и Мир могут рассматриваться как два
обозначение одного и того же понятия, одного и того же человека. Шут, почему дурак, Джокер, глупец, да, разные значения этой карты. Дело в том, что есть в русских народных сказках, допустим, если брать мифологию, да, такую вот русскую народную, почему Иванушка дурачок? Не потому, что он тупой, да, он не дурак совсем. Во время сказки мы видим, что он на самом деле очень ловкий, умелый, ну, там все дела. Становится царевичем в конце концов-то, да. Вот. Дело в том, что он дурак потому, что он не знает, с чем ему придется столкнуться во время этой сказки, потому как ему нужно куда-то идти, в тридевятое царство, в 30-е государство, найди то, не знаю что, принеси тому, не знаю кому, ну, в общем, черт что надо будет делать, и непонятно вообще, чувствуешь себя дураком. Но, тем не менее, глаза боятся, руки делают, да, дорогу осилит идущий, и вот когда вы не успели еще сделать самый первый шаг, да, когда вас еще как бы нет, а я напомню, что шут это нулевой аркан, это не первый аркан, как многие считают, это нулевой аркан, это никакой аркан, да, то есть это просто даже не желание идти вперед, это просто ощущение того, что тебя что-то ждет впереди. Желание идти вперед и двигаться у человека возникает в первом доме, в маге. Маг это и есть то проявленное желание по первому дому, по Марсу, по Овну, да? Это и есть то проявленное желание, которое считается желанием Бога, проявленным через человека. Что каждый человек чуть-чуть Бог, да, чуть-чуть проявляет то, что хочет Бог через себя, через свои действия вот на этом материальном плане. Дарья, добрый вечер. Я вижу ваш вопрос. На ваш вопрос сегодня ответа не будет, потому что сегодня я не гадаю, сегодня я объясняю людям, что такое карты Таро, как они работают. Вот. Хорошо. Добрый вечер всех с праздником труда. Да, кстати, сегодня Белтейн или, ну вот сегодня была ночь, да, это Вальпургиева ночь. Почитайте, это очень интересно. Вот, так что, ну, день сегодня в самом деле интересный, хороший день, бодрый день, скажем так. Так, поэтому, ну, собственно, вернемся, да. Напомню, что такое маг и почему это Марс, да, хотя вроде бы по традиционным толкованиям Марс должен быть вот он где, в Императоре, да, тут головы Овнов, он вроде бы как бы хозяин, властитель, завоеватель считается, да. Вот. На самом деле завоеватель, конечно, маг, потому как маг, он претендует на то, чтобы что-то сделать. Он хочет чего-то, он идет вперед и делает. Первые 7 лет жизни человека, это вот когда маленький ребенок от 0 до 7, да, вот он чего-то хочет, просто исходя из своих внутренних желаний. Вот ваши внутренние желания, да, лейтмотивы ваших действий, это вот та самая высшая жрица, которая воплощается в мага. То есть Плутон, как второй управитель этого дома, это скорее ваше подспудное желание что-то сделать. От того, что вы чувствуете, вот это для меня хорошо, это белое, а вот это для меня плохо, это черное. Я хочу то, что белое, да? Высшая жрица, как бы она выбирает и дает наверх магу сигнал. Мне хочется вот этого белого. Этого мне не хочется, а этого хочется. Поэтому дети до 7 лет, они примерно все стараются делать то, что им хочется. Задача родителей как бы не позволить этим детям убиться до того возраста, когда они сами в конце концов начнут осознанно выбирать, что есть хорошо, а что есть плохо, да, что такое черное и белое. Ну и, собственно, маг. Мы помним, что если брать аналогии с древними богами, это скорее богиня Афина. Очень похожая символика, более подробная символика Афины, как верховной богини именно этих карт, да, у меня есть во второй лекции, по-моему, по старшим арканам. Вот. Ну и, соответственно, вот та змея, которую мы видим, который опоясан маг, вот это Уроборос, великий земной змей, да, о нем речь пойдет позже, в последней карте старших арканов, да. Но мы помним, что первый дом это Овен, это желание, это проявление своего желания, потому что очень уж хочется, глубоко внутри возникают вот эти желания по высшей жрице. Напомню, что это символика Исиды, да? Опять же, вторая лекция. Символика Исиды, и Плутон, в принципе, отвечает за то, что в человеке есть некая накопленная заранее энергия, которая выплескивается в его желаниях. Самое главное понять свои подспудные вот эти внутренние желания. Оно же совесть, оно же
стремление что-то делать, оно же вот такая глубокая внутренняя жизненная энергия, да. Мы помним, что значит символ Анг, древнеегипетский символ жизни. Следующие 7 лет жизни. Добрый вечер всем. Какая тема эфира? Сегодня мы просматриваем все старшие арканы мельком, и заодно я отвечаю на вопросы. Вот, на вопросы, которые у вас возникли в ходе предыдущих 3 лекций. Вот. Собственно, вопросик по поводу того, какая есть разница между силой женской и силой мужской, да, раз уж у нас идет речь о желании, силе, карта маг и карта сила, да, Антонина задала вопрос, что считала, что сила это женское проявление мага. Насколько в картах важен именно женский или мужской посыл? Смотрите, в первую очередь мне видится, так, где это, вот здесь у нас, в первую очередь мне видится, что сила по-женски это высшая жрица. Потому что сила по-мужски это явное проявление силы. Это просто вот видно, что если, ну как это, если мальчик что-то хочет, он тут же начинает что-то делать, да? Если мужчина хочет, ему проще сделать. Сила по-женски – это умение использовать внутренние силы, внутренние силы ситуации, чтобы воспользоваться ей во благо себе. Это повоздействовать на ситуацию так, да, чтобы самой занять в этой ситуации хорошее, правильное место. Сила женщины в слабости, слышали? Вот слабость – это глубокая внутренняя сила. Это понимание того, что если ты глубоко внутри правильно захочешь, да, то неким волшебным образом, Аисида – это в первую очередь богиня волшебства, да, магии. Если ты захочешь, то как бы мужчина, который находится рядом, то есть маг, он за тебя сделает. Если нет мужчины, то приходится женщине уже перевоплощаться в как бы Марса в этого, да, и самой все делать, самой гвозди забивать в стенку и прочее, прочее. Скажем так, воплощение, женское воплощение силы, это, как я уже сказал, Афина, да, это богиня мудрости в первую очередь, мудрой войны, то есть войну она ведет только если необходимо. Вот это Марс хочет сразу делать, да. Афина, она по-женски понимает, что если можно добиться чего-то без насилия, то лучше сделать это без насилия. Вот такие дела. А вот следующая карта сила, да, в каком там аркане? В 7-м аркане, да, в 8-м. Вот. Это скорее умение успокоить свою силу. Не только выдать ее наружу, свое желание, да, но и успокоить впоследствии, если она слишком уж там что-то хочет. Вот такие дела. Собственно, следующие 7 лет жизни до 14 лет человек учится накапливать знания. С 7 лет уже начинают учить более или менее осознанно, да, с 7 лет отдают в школу сейчас. С 7 лет уже считается, что, ну, ребенок уже более или менее подрос, его можно учить осознанно, сознательно как-то, да. И он накапливает знания, накапливает умения, накапливает мышечную силу, растет, да, идет активная фаза роста. Это, само собой, императрица, она же Венера, она же богиня любви и красоты, но это скорее плотское воплощение любви. Не столько духовной, сколько любви, потому что ты ощущаешь единство физическое, да, любви матери к ребенку, потому что одна кровь, вы физически близки. Ну и соответственно, если мы берем уже взрослого человека, то Венера это желание физически слиться, да, желание секса, чтобы продолжить род, чтобы увеличить количество чего-то. Это мы тоже помним. Более подробно напомню, 2-я лекция. В плейлисте есть, можно поискать. Ну и как символика самой карты, да, плодородная природа, мать-кормилица, мать-богиня, дающая все и вся. Если кинуть зерно, вырастет много пшеницы, да. Богиня, дающая дары. Это, само собой, Диметра, богиня плодородия и зерна. Вот. Так что вот это скорее понятие того, что если позволить любить так, как хочешь, то чего-то прибавится, чего-то будет больше. Вот. Такие дела. Хорошо. Дальше едем. Чтобы успеть все. Так, и буду мониторить потихонечку вопросы, что там есть. Про колесницу чуть попозже. Добрый вечер, Роман. Как вы относитесь к картам, где есть символы астрологии, рун, каббалы и так далее? Колода поиски, каббалистическое таро не слишком перегружает
перегружает первоначальный смысл рисунка карты. Посмотрите первую лекцию, да. Я рассказываю о разных школах Таро в первой лекции, и то, о чем вы спрашиваете, скорее всего, имеет отношение к школе Таро Папюса. Папюс очень любил символику знаковую, да, и вот он перегружал свои карты всякими знаками, символами, да, именно графически обозначенными символами. Не образная символика, как в Уэйте, к примеру, да, а вот именно символика буквами, цифрами, значками. Это особенность школы Таро Папюса. Ну, кому-то нравится, кому-то наоборот так проще. Вот, хорошо, едем дальше. Мгм. Купила первую колоду, у меня там карта умеренности дублируется. Это мне лучше ее с собой носить или как знак понять? Уэйта? Уэйта. Интересненько. Это бракованная колода, скорее всего. Вот, такое бывает, но редко. Это особенности работы полиграфии. В колоде Таро должно быть 78 арканов. Какие именно? Ну, все знают. Есть вот, если именно старшие арканы, пересмотрите все, что есть у меня. Должно быть ровно 20, 22 старших аркана, 21. Божечки, что с моей памятью. Мир это 21 старший аркан с нулевым и в 22. Вот, но все карты есть. Значит, одна лишняя. Это просто-напросто одна лишняя карта. Можете делать с ней, можете использовать ее в качестве закладки. Вот. Никакого как бы символа скрытого здесь. Хорошо. Значит, по второму дому, да, императрица, она любит, она дает что-то, потому что любит, да. Мама ребенка кормит, папа ребенка должен строго, сурово воспитывать. Папа это тот, кто глава семьи, тот, кто дает понятие о законе, правиле, да. То есть это Гефест, если брать древнегреческие мифы. Потому как его рисовали в таком виде, он был хромой и был достаточно усидчивым на одном месте. Это символ созидания, символ строительства некой системы. Вот, символ строительства некой системы. Система это то, что дает природе вырасти в правильное положение. Это символ обучения по этой системе, да, то есть, в принципе, кто такой император? Император это тот, кто берет все то, что дает императрица, и систематизирует это, грамотно распределяет. Когда у вас в доме большой забитый холодильник, это хорошо, это значит, что у вас щедрая по Венере семья. Но если вы при этом не соблюдаете здоровое питание и не ограничиваете себя в еде, как император, да, вот он обтесывает эти вот природные камни, он обтесывает в прямые такие углы, да, как трон, на котором он сидит. Он не агрессивен. У меня спрашивают, может быть, это все-таки Овен? Нет, это не Овен. Овен, он берет себе император, он следит за порядком, потому как он может создать эту систему и поддерживать эту систему в рабочеспособном состоянии, скажем так. Херон, он следит за разными уровнями. Ощущение Херона это то, что ты, если видишь разные уровни того, что у вас происходит в семье, если ты находишься на более высоком уровне, ты должен помочь, по справедливости ты должен помочь людям, тем, которые находятся ниже, детям. Дети не полностью видят еще всю систему, им нужно помогать. Поэтому он строгий, но справедливый. Он учит, как правильно надо жить. Мама любит, папа воспитывает. А воспитание это всегда ограничение по императору. Вот, это всегда ощущение границы, что за границу переходить нельзя, там дальше плохо. Вот. Ну и, соответственно, все это тесно связывается с тем, что с 14 до 21 года человек, уже повзрослевший более или менее, начинает учиться чему-то более осознанно. Для этого он идет к людям, к авторитетам, которые обладают некой массой знаний. Иерофант или по близнецам это Гермес, он же Меркурий, да, вы видите значок.
Меркурия. Кто такой Гермес? Это посредник между богами и людьми. Вот мы чувствуем, да, хвост тянется еще из Херона, да, он тоже учитель, он видит разницу этих систем, и он дает человеку понять, что нужно делать по разнице этих систем. Иерофант может научить, как самому чуть-чуть разбираться в этом. Он дает уже тебе эти знания, которые выстроил в свою очередь император, да, и он тебя учит по этим знаниям. Дело в том, что папа, да, либо высший жрец, это наместник Бога на земле. Это посредник между Богом и людьми. У него есть ключи, да, мы видим символ ключей. Ключи от всех дверей, за которыми находятся все ответы. Он знает Библию, он знает Тору, он может найти ответ на твой вопрос. Вот, я сейчас выступаю вроде иерофанта, я делюсь с вами знаниями, я просто всем подряд даю вот эту общую массу сведений, чтобы вы уже сами разбирали, что и как. Ну и чуть-чуть объясняю, если вы спрашиваете, да. Вот, это то, что делает иерофант. Он ко всем относится в равной мере справедливо, он каждому дает ответ, вот, на равных условиях, но каждому он дает свой ответ, да, то есть подходящий каждому человеку. Иерофант научает как учитель, да, как проводник между вот низшим и высшим миром, он как шаман, шаман-учитель в первую очередь, научает человека, как ему самому искать свой путь в этом мире. Вот, то есть, если в школе вас всем дают общее образование, то вот этот более высший учитель, да, он уже разбирается, какие у вас особенности более развиты внутренние, и вам вот в эту высшую школу, вам в эту высшую школу, вам в эту высшую школу, да. Вы, условно говоря, художник и поэт, а вы кораблестроитель, да, вам сюда. Вот такие дела пироги. Так что Иерофант дает вам путевку в жизнь. Он вам объясняет, что для вас хорошо, что для вас плохо. Карта традиций, потому как он хранитель традиций. И он знакомит вас с этими традициями. Объясняет, как вам конкретно жить по этим традициям. Ну и, соответственно, дальше, если вы понимаете, что традиции дофига и трошку, да, и нужно как-то разобраться, и много правил, которые нельзя нарушать, они какие-то вообще глупые, эти правила, нужно убрать по Прозерпине, по младшему управителю этого дома, убрать все лишнее и найти что-то конкретно свое, да, это символ Прозерпины, скобки убирают лишнее, и точка это именно то, что вам нужно, ваша точка зрения. Бог сказал, вот со всех деревьев ешьте, с этих двух не ешьте, да, ну вот с этого, с познания добра и зла, не ешьте. Вот, если вам настолько хочется все-таки для себя узнать свои личные знания, вы, конечно, по Прозерпине все-таки возьмете то, что вам нужно, да. Вот, то есть Иерофант вас научил, что вот много-много-много знаний, выбирай, что тебе нравится, и дальше уже иди сам учись на тот факультет, на который тебе положено. Но, насколько мы знаем, при переходе из школы в университет вся ответственность перекладывается на студента, да. То есть, как в школе, за вами уже делать не будут, ничего бегать не будут, да. Вам уже самостоятельно, раз вы вышли за пределы этой райской школы, да, раз уж вы решили, что я хочу сюда, ну все, с вас теперь спрос. С вас теперь спросят по полной. Если ты что-то знаешь, то зачет ты сдашь. Если не знаешь, то зачет ты не сдашь. Все строго сурово. Вот, такие дела пироги. 21 год примерно человек уже должен определиться с тем путем, который он себе наметил с помощью иерофанта и по которому уже начал свою дорогу. Жрец – это представитель секты. Представитель секты – это тот, кто слушает этого жреца. Да? Жрец – это учитель. Если вы говорите про секту, то это главный человек в секте, это тот, кто учит всех остальных сектантов чему-то. Да? Если чему-то нехорошему, то это не жрец, это дьявол. Да? Он сбивает с толку, он учит нехорошему, плохому. Да? Вот. Вот такие дела, пироги. Ну, а духовность ведь в Иерофанте присутствует. Смотрите, духовность присутствует внутри самого Иерофанта. А, Иерофант не может... Отлично.
У нас тут трель сверху. Ну ладно, пятница вечер, кому-то сверху приспичило посверлить. Ну ладно. Значит, Иерофант, как учитель, да, он не может научить духовности. Духовности научить нельзя. Человек может научиться этой духовности. Иерофант дает доступ к сведениям, к знаниям, которые помогут тебе познать непосредственно, что такое духовность. Духовность это то, что человек ощущает внутри себя. Научить духовности, как и патриотизму, нельзя. От того, что это глубокое внутреннее чувство. Либо ты любишь свою родину, тогда ты патриот. Либо никакие десятки людей не объяснят тебе, что значит правильно родину любить. Да, знаете, я тебя научу родину любить, это такое выражение так себе, да? Вот, поэтому духовность в каждом своя. Вот. Иерофант, он показывает, как человек может найти свой путь к этой духовности. Вот. Такие дела, пироги. Хорошо, едем дальше. Так, еще там что-то. Так. М? Как вы относитесь к картам, где... так, это я уже ответил. Ну, да, более или менее хорошо. Дальше летим. Собственно, по Меркурию мы поняли обилие информации. По влюбленным мы поняли, что для нас правильно, что нет. Мы вышли из этого райского состояния безответственности и теперь чувствуем, что вся ответственность возлагается на нас. Мы теперь в поте лица своего зарабатываем свой хлеб. Зачем? С какой целью? По Луне, Луна и Рак, да? Собственно, по поводу повозки, да? Был вопрос по поводу повозки, либо по поводу колесницы. Где-то там был этот. Вот. Не очень поняла карту колесницы, везде ее значение как прорыв движения. Но это же Рак, и он пятится назад, не очень понятно. Смотрите, дело в том, что повозка это не столько движение, сколько ощущение того, что тебе придали импульс. Что это значит? Это значит, что Кибела, как богиня-мать, она подарила свою колесницу. Не помню, как звали товарища, да, но вот забыл имя. Ну, с именами у меня сложно всегда. Она подарила зерна пшеницы и свою колесницу человеку, который ездил потом, садил везде эти зерна пшеницы, учил людей земледелию и возводил города. Ощущение движения, конечно, есть, но это не бессмысленное движение куда-то. Это осознанное, вполне осознанное, целенаправленное движение к своему очагу, к своему новому, свежему очагу. Человек с 21 года до 28, он что должен сделать по колеснице? Он должен понять, что ему дали некий высший дар, да? Умим и Турим, эти вот два наплечника, которые Уэйт нарисовал тут в виде полумесяцев, это два камня, черный и белый, да, опять же мы видим черного и белого сфинкса, как символ ответов на вопросы. Два камня, с помощью которых гадали, да. Иерофант научил, как можно гадать. Мать богов дала свою повозку, дала некие силы, дала ощущение защищенности, дала некий механизм. Это подручное средство, с помощью которого человек делает то, что он не мог бы сделать сам. Это дар богов, это наследство, которое вам дают для того, чтобы вы заложили свой собственный очаг, свой собственный дом. Наследство дают, как правило, либо после смерти родителей, либо при заключении брака, когда человек собирался заложить свой собственный очаг, выстроить свой собственный дом, свою собственную семью, что, в принципе, с 21 года до 28 хорошо было бы сделать. Хорошо было бы взять все то, чему научили тебя родители, сесть в эту колесницу и с помощью всего того, что вам дали, поехать куда-то и создать там защищенное место уже для себя лично. Почему это рак? Потому что символ рака, рак живет в норе. А рак-отшельник, да, он живет в ракушке. Отчего рак и ракушка это однокоренные слова от того, что раки как крабы, да, вот в теплых морях, они берут ракушки чужие, да, пустые,
То есть, опять же, дар свыше, пустая ракушка, да, и создают там свой дом, свою защищенную крепость. Вот. Вот это ощущение. В карте не нарисовано движение. Когда Уэйд хотел нарисовать движение, он нарисовал там летящие палки, бегущего человека, что-то такое, скачущего рыцаря, да. Тут не движение, тут ощущение того, что ты в доспехах, ты защищен, ты в надежном, скажем так, состоянии. Ты можешь сделать то, что тебе нужно, за тебя уже продумали способы действия. И Иерофант тебе рассказал, дал эти два камушка, с помощью которых, с помощью чужих способов действия, ты можешь сам что-то делать. Вот. Поэтому да, это движение, это действие, но это действие по чужим указкам, действие по чужим инструкциям, которые ты, как прилежный учитель и ученик и Иерофанта, ты хорошо выучил. И теперь вот как бы по этой накатанной колее поколений, накатанная колея это вот луна, которая ходит вперед-назад. Луна это ощущение дома. Луна связана же и с движением, потому как движение Луны по ночному небу особенно отчетливо видно. Изменение Луны особенно отчетливо видно, так как она фазы меняет в течение недели буквально. Да? Каждый день она чуть-чуть другая. Это, скажем так, активная защищенность, активное ощущение того, что если ты будешь что-то делать, ты будешь себя защищать. Вот, все твои действия направлены на сохранение того, что тебе уже дали, и на приумножение. Да? Вот, поэтому да, это движение, но это скорее мотивация этого движения. А, вот. Откуда Таро считывает информацию, откуда берутся ответы на вопросы? Отсюда. Таро это набор картинок. Считывает информацию человек. Он смотрит на картинку и интуитивно находит ответ. Скажем так, если совсем просто. Вот. Как именно, это вам вряд ли кто-то скажет. Вряд ли кто-то сам знает, как все это дело делает. Собственно, к 28 годам, да, мы с вами понимаем, что хорошо, если у вас уже есть дом, хорошо, если есть работа, работа, дом, дом, работа. Вот это вот движение по накатанной, да, как луна ходит по небу, да, все время меняется быстро, хотя вроде бы по одному и тому же курсу. Другие планеты меняются медленно очень, не так очевидно. А вот по Луне прям видно, как она дом, работа, дом, работа, дом. Вот. Но возникает желание как-то что-то продвинуть свое в жизнь. Скучно стало, захотелось творчества. Солнце это осознанное стремление что-то делать по-своему уже. Вот в чем разница силы и мага. Дело в том, что маг это желание сразу же тут же, да, сделать, немедленно. Вот хочу и тут же делаю. А сила это ощущение того, что ты своими силами можешь что-то изменить на протяжении длительного времени. Вот, это как солнце. По первому дому, по магу, это скорее огонь в виде молнии, который бьет коротко, точно, но быстро. Да, ну, то есть так, но сильно. А вот солнце, оно светит постоянно, оно нас греет в меру, не сжигает, как молния, да, и дает нам внутреннюю силу. Значит, что такое сила по собственной силе? Это умение, как солнце, светиться изнутри. Солнце, оно светится. Это наиболее активный элемент в нашей Солнечной системе. Оно исторгает из себя свет так, как ему хочется. Не ради чего-то, а просто потому, что ему хочется. Это его естественное свойство – светиться. Солнце светится не для кого-то, не зачем-то, а просто потому, что это его естественное свойство. В нем происходят процессы физико-химические, да, вот это сгорание этих газов и порождает это вот все. Вот, поэтому ваша внутренняя сила, как ваш лев, он стремится к освобождению. Вам хочется что-то делать, именно то, что вам хочется. Задача силы, правильно, это сдержать эту силу и выпускать правильными дозами. Творить на благо людей, а не делать все, что мне там хочется, да, как у этого самого, как у Кроули. У Кроули карта Last, либо похоть. Вот название карты в колоде Кроули, которая отвечает за понятие силы, это Last, похоть. Да, то есть хочется и все, и делаю. Поэтому я Кроули не очень люблю. Опять же, Вавилонская блудница по этой карте отчетливо вам дает понять, что бывает, если вы будете бесконтрольно исторгать из себя свои желания. Вас будут считать блудницей. Да? Ну, понятно. Хотя хочется всем, да? Вот, такие дела, пироги. Вот, конечно, это Иштар.
солнечная богиня, да и не только солнечная вообще, она какой только ни была. Дело в том, что столько времени прошло, что символика богини, она перемешалась, стерлась как-то так, ну, но вот именно она отвечала за то, что исторжение изнутри своей внутренней силы должно контролироваться сознательно. То есть умение сознательно направлять свои умения магические, да, какие угодно, на некую цель. Алхимический символ, который значит сознание, это лев, который сжирает солнце. Солнце это сознание, лев, который сжирает сознание. Да, это вот наши животные желания, которые не дают разуму развиваться в нужную правильную сторону. Сказка про то, как зеленый крокодил солнце проглотил. В алхимии там другая чуть символика. Там был зеленый лев, который глотал солнце. Символика того, что наши, скажем так, животные побуждения могут проглотить наше сознание. Вот. И сила может выливаться бесконтрольно, и ты станешь просто животным. Сила, которая не контролируется, это животная сила. Делать все, что хочется, уподобишься животному. Поэтому важен контроль. В первую очередь карта сила это про контроль. Девушка на карте успокаивает льва. Вот в чем разница между силой по-женски. Это умение успокоить свои желания, высказывать их вовремя, в нужное время, в нужном месте, контролируемо. Вот такие дела пироги. Животное начало это и про секс тоже? Конечно, конечно. Это естественное желание размножиться по Венере. Венера это богиня плотской любви, секса, любви, но в первую очередь все-таки плотской. Это эрос, да? Желание любить плотско. Вот. Почему? Зачем возникает это желание? Это как из одного зерна рождается много зерен. Желание секса – это желание размножиться. Это в первую очередь женское желание. Поэтому в средние века считалось, что женщины – это сосуды греха, так как им все время хочется нарушить стройную систему, в которой определенное количество людей, вот есть семья, да, есть мама, папа, ребенок, да, ну, два ребенка, все хорошо. Женщине хочется размножиться еще, хочется третьего, четвертого, пятого, да, хочется еще больше. Ну вот, и как бы сподвигает мужчину на то, чтобы он зачал еще одного ребенка, и вот эта стройная отлаженная система сломается появлением еще одного человека, поэтому это плохо. Вот. Хотя мужчины ничуть не меньше женщин как бы стремятся к размножению, так скажем. Но они стремятся к размножению по-мужски, потому что им просто хочется осуществить акт. Просто потому что им хочется. А вот женщине хочется размножиться. Истоки желания секса у мужчин и женщин, они все-таки чуть-чуть разные. Просто потому, что мужчина и женщина это разные существа. Оба человеческие существа, но они как бы, ну, разные совсем. Их сравнивать глупо. Вот, поэтому и сила разная. Сила по магу это скорее мужская, сила по женщине, окей, пусть будет сила такая. Вот. Но, опять же, все это относительно того, что мы рассматриваем. Карта Таро очень многогранная система, и рассматривать мы ее можем очень долго под разными углами, и под разными углами она будет играть разными красками. Вот, колесница это карта мужского архетипа героя? Нет, нет, нет. Это не карта мужского архетипа героя. Даже не знаю, что на это ответить, от того, что мужской архетип героя это может быть что угодно. Это может быть шут, как архетип героя вообще. Человек, который собирается пройти некий путь. Это может быть маг, как архетип человека, который стремится что-то сделать задуманное им. Да? Любые мужские символы можно сказать, что это мужской архетип. Герой это человек, который проходит все стадии этих карт. Герой это та внутренняя сущность, это душа, которая постепенно проходит каждую карту, погружаясь в персонажа этой карты. В какой-то момент это будет этот самый возничий этой колесницы, как мужской архетип желания заложить свой колодец, свой очаг, построить свой город, да, чтобы это было мое, чтобы это была моя семья. Женщина тоже этого хочет. Нельзя сказать, что это сугубо мужское желание.
Это скорее такое лунное, подсознательное желание. Всем хочется безопасности, всем хочется иметь норку, в которую можно шмыгнуть, как рак. В случае опасности рак сразу делает так хвостом, раз, и ныряет сразу в свою норку, в обустроенный свой дом, в свою ракушку. Вот что значит желание куда-то ехать и что-то делать. Мужчина активно ездит на работу с целью обеспечить себя и свою семью, придать им безопасности. Вот. Поэтому тут все зависит от того, под каким углом вы смотрите на карту. Хорошо, дальше. Дальше едем. Дальше мы едем в отшельника. Если к 35 годам человек понял, что и как вообще он хочет делать, он должен понять, как именно нужно делать то, что он по-львиному хочет. Да? Отшельник – это человек, который глубоко погружается в некую идею. Настолько глубоко, что уходит от всех других людей, запирается, закрывается, говорит, не мешайте, уйдите, дайте мне разобраться в том, в чем я хочу разобраться. Глубоко изучить вопрос. Это архетип мудреца в первую очередь, да. Гэндальф, вот он же со светильничком, он же умудренный, он же, скажем так, тот путешественник, который должен познать в первую очередь истину внутри себя. Это Диоген, который жил в бочке, ходил с фонарем, да, вот этим фонарем, и искал, то есть, ну, видите, да, один и тот же практически человек, искал человека днем с огнем, да, то есть он погружался в себя, в человека, внутрь. Это умение найти внутренние ответы на беспокоящие тебя вопросы. Почему фонарь? Потому что это символ помощи другим людям, как маяк, где люди живут отшельниками. Смотритель маяка, он живет там один, либо, ну, с семьей, вдали от других людей, вдали от общества. Он туда уезжает, потому что ему нравится быть в одиночестве, вдали от мира, это дает ему пищу для ума, и он помогает людям, обслуживая этот маяк, который помогает другим найти дорогу. Поэтому символика вот этого фонаря, да, это помочь другим своими знаниями осветить другим дорогу, ну и себе в первую очередь. Опять же, идет символика Золушки, потому как мы помним еще сказочку эту, да? Помните, кто затащил под землю, да, но она сама спустилась, как бы, да, по своему желанию. Дюймовочка, да, работала в прислужниках у крота. Он же Аид, который украл Прозерпину в подземное царство и выпускал там раз в год увидеться с матушкой. Дюймовочка отпрашивалась у крота увидаться с матушкой, если вы помните. Золушка – это та самая Прозерпина, которая из множества зерна находит правильное разделить чечевицу и бобы. Более подробно в какой там второй, в третьей лекции. Вот есть все это дело. И вот умение найти правильный свой путь, отдалиться от других людей, найти ответы на вопросы глубоко внутри себя по отшельнику – это Прозерпина. Это умение понять свои собственные качества настолько, что ты лучше других сможешь что-то сделать другое. Уже без помощи этого иерофанта, да, ты уже сам пытаешься себя понять. Вот такие дела, пироги. Расклады гадания на картах Таро. Почему у кого-то проигрывается, а у кого-то нет? Потому что кто-то вам нормально раскладывает, делает грамотный расклад, а кто-то не умеет делать расклады, но думает, что умеет. Поэтому неправильные расклады плохо проигрываются, а правильные, как бы человек понимает, что и как. Для мужчины что означает карта силы? Для мужчины карта силы означает умение довести до других свои желания так, чтобы другие начали меняться. Да? Мужчина меняет этот мир, женщина приспосабливается к этому. Ну, это крайности как бы, да, но тем не менее так оно и есть. То есть у жрицы уже есть какие-то свои внутренние знания, а отшельник в поиске ответов внутри себя. Да, дело в том, что жрица это, высшая жрица это скорее не про знания, это скорее про богатство этих знаний, да, что жрица, она чувствует вот эти глубины, бездны внутри себя, это интуитивное знание, в первую очередь, это умение погрузиться за нужным ответом в интуицию. Что такое черный и белый столб? Это совесть. Как по совести, как тебе кажется правильным. И ключевое слово тут «кажется». Того, что символ Луны – это призрачный свет, это полуобман, это казаться, не быть до конца уверенным, это символ интуиции. Вот. А вот отшельник,
Вот так. Ой, так, не туда, вот, да. А вот отшельник, он погружается в эти знания глубоко внутрь себя, и он работает с конкретной информацией. Он не гадает так либо не так, он высчитывает. Он работает с тем, что можно ощутить, понять, уразуметь головой, разумом. Это в первую очередь карта разума, разумного понимания информации. Это шестой дом. Это, как вам сказать, это скорее земная, ощутимая руками, глазами, ушами, да, 5 чувствами информация. Девы, они, как правило, самые большие скептики. Скептик это тот, кто не верит в то, что он не может увидеть, взвесить, посчитать. Да? Ему нужны доказательства. Вот отшельник, он как бы работает с циферками. Это бухгалтера, которым нужно сосредоточиться на том, что они считают, чтобы высчитать все точно. Если ты все верно, точно считаешь, ты начинаешь в этой, в мешанине всей этой информации, которая у тебя к 35-42 годам накопилась куча инфы, ты понял потихонечку вообще, что такое мир, что такое социум, с чем его едят, как он устроен. Вот колесо фортуны это есть тот самый механизм этого самого социума, в который погружен человек. Да? Отшельник понял себя, а он понял, что он за винтик. Теперь ему важно понять, в какое место этого механизма вкрутить себя, как винтик, чтобы работать слаженно со всеми шестеренками этого механизма. Поэтому колесо фортуны это тот механизм, который крутит богиня Тюхе, богиня случая, да, и удачи. На самом деле это символика того, что случай, он не случайен. Некая высшая сущность отвечает за это, она прокручивает это колесо так, как ей хочется, да. Сегодня ты вот сверху, ты на коне, завтра ты упал вниз, просто потому, что ты не понял, как работает этот механизм, так скажем. Вот, воля случая, воля удачи. Если ты понимаешь, как оказаться в нужное время в нужном месте, если у тебя достаточно информации по Меркурию в этом, что делать, ты можешь сложить из этой многочисленной информации некую систему, понять, что повторяющиеся действия, они приводят к какому-то результату. Да? И этот результат можно через некоторое время повторить, если сделать так же, как было раньше. Вот. Это некая мудрость, которая познается со временем. Не мудрость, а, скажем так, глубинная мудрость. Не та, что тебе падает сверху в виде инсайта, а та, которую ты сам высчитал, сам вычислил, сам заметил особенности этой системы и погрузился в эту систему. Вот такие дела, пироги. А может поменяться расклад? Первый раз было одно, через месяц другое. Через месяц ситуация меняется. Может быть расклад другой. Собственно, вот это колесо, да, это высшая сила, которая движет нашим миром, скажем так. Человек понимает мироустройство, но отчасти, настолько, насколько он сам может это понять, насколько он может это высчитать, ощутить. Еще раз напоминаю, шестой дом и дева, в принципе, это земной знак, это ощущения ощутимые, ощущения в прямом смысле слова. Вот. Ну и, собственно, да, если в седьмом доме мы начинаем погружаться в то, что нам нужно, мы поняли по предыдущему дому, что колесо фортуны это тот социум, в котором человек может как-то себя приложить, так как ему хочется по льву, да, в нужное место направить свою львиную энергию, то он понимает, что это работа с другими людьми, что человек это социальное животное, и общается он с другими людьми. Причем может быть на разных уровнях. И вот тут справедливость по Хирону выходит на первое место. Тут мы понимаем, что вообще-то справедливость не то, как мироустроено, а то, как вы договорились друг с другом. Вот эта фигура Фемиды, да, она как бы слеплена из двух понятий. Была такая богиня Немезида, ну, может, и сейчас есть, кто ее знает, которая наказывала людей за клятвопреступничество, да, за нарушение договора. Вот. Являла собой неотвратимость и
и быстроту. Так, что-то. И так, не то. Секундочку. Так, я надеюсь, у нас нет самых эпилептиков. А, Немезида, она мстила человеку, если он что-то нарушал. Неважно что. Сказал, дал слово, нарушил, придет Немезида и покарает мечом. Символ неотвратимости наказания. А вот Юстиция, богиня римская, да, уже, это богиня справедливости и механизмов, которые отвечали за договоренности в человеческом, скажем так, этом самом обществе, да. То есть, если ты подписал договор, будь добр соблюсти букву закона, потому что все в этом мире основано на взаимодействии разных уровней, и вот ощущение взаимодействия этой системы уровней, которые мы выучили с помощью императора еще в далеком детстве, вот это ощущение справедливости, да, вот теперь мы понимаем, что справедливость это то, когда каждый отвечает за свои действия. Вот. Не то, что тебе кажется справедливым, а то, как вы договорились с другим человеком. Это умение увидеть ситуацию с другой точки зрения, с точки зрения твоего партнера, противника, клиента, да, противоположной стороны, вот эти весы, они значат как бы две заинтересованные стороны в конфликте, в договоре, да, и важно соблюсти обе стороны. Тебе должны, но и ты тоже что-то должен, да, ты мне, я тебе. Роман, вы говорили, что звезда тоже немного про справедливость, как и карта справедливость. В них действительно есть схожесть. В какой-то мере, да. Дело в том, что под справедливостью люди разные вещи понимают, да. Например, вот тут эту карту часто переводят, да, justice. Justice это юстиция вообще-то, да. А юстиция это понятие беспрекословного выполнения договоренностей. Это вообще, в принципе, это слово значит вот, ну, вот такое понятие, если брать древнегреческие значения. Кто такая богиня Юстиция? Это та, которая отвечала за то, чтобы люди выполняли свои договора, следила за этим. Вот. А справедливость по высшим понятиям это то, как должно быть. Это уже ближе к истине. Да? Это воздастся тебе по твоим деяниям. Это там дальше. Это звезда и выше, выше, выше. Это понимание того, что ты получил то, что имеешь, потому что это твои действия привели тебя к этому. Вот. Не кто-то там что-то сделал, а как бы в твоей жизни все, что с тобой происходит, происходит из-за того, что и ты тоже участвуешь в развитии своей жизни. Да? Это скорее то, о чем вы спрашиваете, справедливость такая более высшая, это больше похоже на понятие кармы. Вот. А тут юстиция. Да? Просто вот кто-то переводит на русский как правосудие, кто-то переводит на русский как справедливость. По смыслу больше похоже на правосудие от того, что вот судебная система, вот это justice, да, это скорее юстиция. Я бы перевел эту карту вообще как юстиция, но люди не всегда понимают, что имеется в виду. Вот. Данное обещание, выполнение данного обещания. Вот, за этим, опять же, следил, ну, как бы Хирон учил человека этой системе. Человек сам должен учиться теперь понимать, видеть разницу этих учений. Вот. Ну и, соответственно, если человек понимал, что, ага, самое главное это соблюдение договоренности, да, а чего в развитых странах люди такие щедрые? А то, что они знают, что ты тоже чем-то им воздашь, да, то есть если ты будешь себя вести правильно, то и тебе тоже будет что-то хорошее. Вот. Не ощущение безнаказанности, а ощущение того, что как бы, ну, есть определенный социальный договор, да, который все соблюдают. Все ведут себя прилично, потому что ждут в ответ такого же приличного отношения к себе. Вот, но это по Херону, да, а вот по Венере человек начинает ощущать, что если ты видишь, что вы вроде на равных, да, но ты хочешь добиться чего-то большего, ты должен чем-то пожертвовать ради другой стороны. Это серьезное понятие, к которому не каждый человек приходит. Это понимание того, что нужно жертвовать своими интересами, переходить на интересы другой стороны, как бы чуть-чуть предавать себя. Почему повешенный? Напомню, как бы в третьей лекции, да, в третьей лекции я более подробно эту тему разбираю.
Повешенный — это, как бы и в прямом, и в переносном значении это апостол Петр и Иуда в одном лице. Просто Иуда, он предал Иисуса из-за своих интересов. Это как бы негативный повешенный, плохой повешенный, да? А хороший повешенный — это апостол Петр, который тоже предал Иисуса в свое время. Помните, трижды ты отречешься от меня, пока не пропоет там петух, что-то такое, да? Пока не взойдет солнце. Но Петр потом раскаялся. Он понял вот природу предательства, да, и вернулся к правильному пути. Вот это понимание того, что ты добровольно чем-то жертвуешь из любви к людям, из высшей любви. Теперь это Венера, не просто плотская любовь, а переход уже на такую высокую форму духовной любви, да, ты жертвуешь чем-то не ради того, чтобы тебе потом что-то тоже дали, а просто потому, что ты добрый человек, ты любишь другого человека, ты жертвуешь чем-то ради детей, допустим. Ты хорошо себя ведешь с детьми, ты любишь детей не ради того, чтобы тебе в старости стакан воды принесли, а потому что ты их просто любишь по Венере, да, потому что это ну, вот что-то близкое тебе. Вот. Более подробно в третьей лекции, если интересно. Ну и, собственно, к 49 годам человек понимает, что если он будет слишком сильно жертвовать, то можно отдать себя без остатка. И тут как бы самое главное не жертвовать себя без крайности. Человек понимает, что как бы есть крайности. Почему он это понимает? Смотрите, вот чем хороша эта круговая система, тем, что противоположные карты и противоположные дома, да, они дополняют друг друга. Да? Допустим, первый дом — это острое желание делать то, что тебе нравится, да, то, что тебе хочется. А седьмой дом — это желание делать то, что нравится твоему партнеру, твоему человеку, жертвовать своими интересами. То есть это как бы то же самое, только наоборот совсем. Овен хочет чего-то для себя, весы хотят что-то для партнера, для овна, допустим, да. То есть вот тогда они как плюс и минус, они как две стороны одной батарейки, да, вроде бы это одна батарейка, один запас энергии, но работают они абсолютно в разные стороны, хотя ток там один и тот же, да, ощущение одно и тот же. Так вот, во втором доме и в восьмом доме мы помним с вами, что по второму дому это ощущение жизни, физическое ощущение любви, желание секса и ограничение себя до определенной меры степени, да, это второй дом. А вот ощущение, которое возникает в восьмом доме, это ощущение смерти, если ты пересек некую границу. То есть это как бы обратное совсем ощущение. Тут тоже есть Марс и Плутон, но они говорят о других ощущениях, скорее о страхе, потому как, ну, не Марс, а Арес, как древнегреческий прообраз бога Марса, он был богом страха, ужаса. Он сеял людям, нес людям страх, боязнью убить их, да, то есть, ну, страхом убить. То есть это непосредственный животный страх, который испытывает каждый человек при ощущении, что он может перейти некую границу дозволенного, что это делать нельзя. Вот. Само собой, что э, богиня, которая отвечала за вот это ощущение страха, она же отвечала и за переход в другой мир, в подземный мир. Да? Это всевозможные боги-проводники между высшим и низшим миром, между миром людей и миром как бы мертвых, между подземным богом. Там масса разных символов, да, это и Аид, может быть и этот самый Анубис, да, вот, собственно, Анубис, он проводник в мир мертвых, где, кстати, вот весы, да, это то, как ты ответишь за свои прегрешения. Прообраз богини Гекаты, но древнеегипетский, не помню как, не помню, в третьей лекции есть. Да, в третьей лекции есть. Более подробно, более интересно. Дальше, образ, собственно, Гекаты самой, как богини, которая охраняет чужой мир, да, мир подземный, мир страшный, которая либо впускает тебя, но уже назад не выпустит. Это Цербер, тот же самый трехголовый, да, это вот ощущение страха, ужаса.
ощущение нежелания переходить границу, хотя ты понимаешь, что это ждет всех. От чего ты понимаешь, что это ждет всех? От того, что, в принципе, вот эта карта по Уэйту, она собрана из образа макабрических танцев, да, это танцы со смертью, и образа триумфа смерти, да, где смерть собирает свой посев, неважно, кто ты, священник, воин, малый ребенок, женщина, да, папа римский, император, всех смерть скосит, всех смерть заберет. Поэтому все люди этого боятся. Это как бы глубинное чувство страха перейти некую границу, где вот там как бы дальше только тени мертвых есть, да. Вот это ощущение, которое нам дает Плутон в первую очередь. Это глубинная сила страха. Человек мотивируется, человек понимает, что как бы мотивация человека может происходить как из желания что-то любить по второму дому, так и из противоположного желания. Чувство страха, из желания быть как можно дальше от этого того, что тебя пугает. Поэтому страх это очень сильная как бы мотивационная штука. Да? То есть, по сути, есть масса всяких идей у психологов, и Карл Густав Юнг, и Фройд, да, дядя Фройд, они и говорили о том, что как бы есть желание размножиться, есть страх смерти, как бы, и вот жизнь и состоит из взаимодействия двух этих начал, светлого это жизни, любви, и темного страха перед смертью, да, то есть вот это вот взаимодействие черного и белого, это Плутон в первую очередь. Это взаимодействие двух разнонаправленных импульсов, которые дает эту внутреннюю глубинную энергию. Да? И дает энергию двигаться дальше, энергию перейти некую границу. Для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, нужно иметь много энергии. Да? Если ты стоишь и тебе нужно двигаться, первый момент ты должен приложить некоторые усилия, чтобы начать идти дальше, все и идет легче. Если машина заглохла, чтобы ее сдвинуть с места, нужно приложить много усилий, чтобы ее растолкать. Дальше она уже едет сама. Вот, для этого перехода из одного состояния в другое нужно много энергии, которая дается из ощущения разницы между одним состоянием и другим, между жизнью и смертью. Где-то примерно к 50 годам человек и начинает осознавать страх смерти от того, что примерно же в это время начинают умирать родители человека, да, где-то вот 70-80 умирают. Человек сталкивается на собственном примере с ужасами смерти, со страхом, с пониманием того, что ты тоже не вечен, вот, и, соответственно, задумывается о переходе на другую сторону, задумывается о смерти, задумывается о том, что как бы, ну окей, чтобы не уйти достаточно глубоко в это дело, да, нужно себя все-таки как-то сдерживать, ограничивать. Очень интересная карта умеренность. Колесо фортуны. Так, сейчас я про умеренность отвечу чуть на вопросы. Может ли карта справедливости означать, что справедливость восторжествует? Нет, карта справедливость показывает, что справедливость в принципе есть. Воспринимаете вы эту справедливость либо нет, это то, как вы будете реагировать на эту карту. Все зависит от того значения, в которое вы кладете карту в раскладе. Если в раскладе как бы вы задаете вопрос, что мне может помочь, и вам на это положение выпадает справедливость, это значит, что вам поможет справедливое ощущение, да? Ну, как бы соблюдение договора. Если вы сдержите свое слово, то как бы вам это поможет. Вот, если вы задаете вопрос, что мне может помешать, и выпадает справедливость, то это значит, что справедливость может вам помешать. Если вы сделаете то, что вы пообещали, то это вас приведет в худшее положение, чем сейчас. Это будет вам мешать. Но это ощущение того, что все равно придется выполнить свое слово, даже если ты приводишь себя в неудобное положение. Следующая карта повешенной – это неудобное положение. Вот. Колесо фортуны и мир в чем-то схожи. Да, в чем-то схожи. Не помню, в третьей лекции я, по-моему, об этом рассказывал. Колесо фортуны – это ощущение мира материального, системы, мира как системы, мироустройства. А мир –
это непосредственное восприятие мира уже без всякой системы, как он есть. Ты его просто принимаешь и с механизмом, и с непонятностями, и с несправедливостью совсем. Вот. Ты уже перестаешь замечать вот этот шелест этих шестеренок, ты перестаешь видеть в мире эту систему, ты просто воспринимаешь мир как нечто цельное, нечто само собой разумеющееся, смиряешься с ним. Вот. А если я все время что-то хочу, то для других, значит, я неправильный Овен? Нет. Почему? Правильный Овен это тот, который действует умеренно. Кстати, вот по умеренности. Что значит умеренность? Умеренность это значит не действовать слишком крайними методами, не действовать слишком сильно. Если Овен хочет все только для себя, это неправильный тоже Овен. Правильный Овен, который хочет что-то для себя, чтобы сделать счастливым других. Сочетание правильно, ну вот что такое правильный Овен, да? Правильный Овен не тот, который развивает в себе ощущение мага и высшей жрицы, да? Вот что я хочу, и я хочу это от того, что я чувствую, что это для меня будет правильно, да? Вот это маг и высшая жрица. Вместе они работают как Овен, который хорошо понимает, чего он хочет. Осознанный такой Овен. Очень направленный, очень, скажем так, деятельный Овен. а, Прям такой весь насыщенный, да? Но правильный Овен – это тот, кто понимает, что как бы слабые стороны Овна – это сильные стороны весов, противоположность, что нужно развивать свои слабые качества. Слабое качество Овна – это нежелание понимать желания других. Правильный Овен должен учиться быть немного весами. От того, что правильно в этой жизни умеренность, то есть баланс, нужно стремиться к середине. Правильный Овен должен быть где-то посередине между Овном и весами. Правильные весы должны быть посередине между весами и Овном. Весы должны развивать в себе качества Овна, которых в них не хватает. А Овен должен развивать в себе качества весов, которых ему тоже не хватает, как Овну. Поэтому если вы все время хотите чего-то для других, значит вы Овен, который развивает в себе вот эти качества, которые помогают ему чувствовать себя полноценным человеком. Можно сказать, что умеренность это карта застоя или паузы? Нет. Нет. Это карта ощущения времени. Дело в том, что умеренность, что такое умеренность? Как нужно воду из чашки в чашку переливать? Аккуратно, осторожно, не спеша. Не слишком быстро, иначе вы все расплескаете. И не слишком медленно, иначе все стечет по ободку, да, мимо кружки. Знаете, как воду из чашки в чашку переливать? Нужно умеренно, то есть не быстро и не медленно, а вот посередине, по золотой середине. Именно так, как нужно, между двумя крайностями. Это ощущение одной крайности и второй. Сделать правильно, так, чтобы не было слишком. Почему умеренность? Что такое? Это одна из добродетелей, одна из 4 высших добродетелей, которая говорит о том, что вообще, в принципе, было бы неплохо вино разбавлять водой, чтобы оно не было слишком крепким. Но пить воду тоже скучно, да, это как-то совсем уже, ну, совсем ЗОЖ, да. Но и вино без разбавления пить, это как-то, ну, совсем станешь пьяницей. Ты его много выпить ты и не сможешь, тебе станет плохо. Поэтому древние греки, древние римляне, они вообще-то вино разбавляли водой, чтобы его можно было пить долгое время, весь вечер, чтобы можно было пить и не особо пьянеть. Быть так на веселе, но как бы вот. Виски, разбавленное льдом, водой, да, это вот тоже. Это не для того, чтобы сильнее вставило, да, это для того, чтобы можно было насладиться этим виски более продолжительное время, скажем так. Вот это правильное ощущение умеренности, это одна из добродетелей. Что за богиня? Вообще, если взять карту, тут мы видим ирисы, такие цветы, да, ой, так, мы не видим, вот сейчас мы видим ирисы. Это намек на то, что вообще богиня с крыльями, которая переливает что-то из одного в другое, переносит некие образ воды, символ воды в картах Таро и в астрологии очень часто. Это символ знаний определенных, да, определенной информации. Водолей, он не просто воду льет, он работает с информацией. А вот что это за водолей? Это не водолей, это богиня Ирида,
которая считалась, собственно, и покровителей. Один из ее атрибутов — это цветы ирисы. Плюс она крылатая богиня. Она жила на радуге, вон там мы радугу видим, а ирисы, как вы знаете, они такие, могут быть разных цветов, они разноцветные. Вообще само слово ирис, это значит ирит радуга, да, с древнегреческого, если я не ошибаюсь. Это богиня, которая жила между двумя мирами и передавала как бы информацию из низшего мира в высший и дальше. То есть между тремя мирами, но больше была известна тем, что она лила воду. Радуга возникает после того, как вода прольется, и это как бы определенное состояние понимания. То есть, скажем так, если упрощенно, то это ощущение того, что ты знаешь свою меру. Вот, знаете эту фразу, что пить нужно умеренно, по своей мере, но кто же эту меру знает-то, да? То есть, ну вот, вот. Зачем это все делается? Чтобы не совершать ошибок, иначе ты умрешь. Вот, поэтому нужно действовать аккуратно, а осторожно. Зачем? Потому что человек, знакомый воочию со смертью, увидевший смерть своих родителей, он задумывается о том, что пора бы подумать не о мирской жизни, а о мире духовном, да, о последующем, куда мы вообще все идем, кама грядеши, да. И вот тут символика треугольничка в квадрате — это очень понятная средневековье символика. Треугольник — это духовность, а квадрат — это материальность. Это ощущение того, что из материального мира ты должен переродиться в духовном мире. То есть ты должен подумать о спасении. Для этого ты должен делать правильные действия. И когда ты уже познал систему, ты понял, что все работает от того, что ты либо чего-то хочешь, либо чего-то боишься, и правильно себя ограничивать в своих желаниях, тогда ты обретаешь спокойствие, уверенность в себе, тогда у тебя много времени для того, чтобы сделать так, как нужно. Делать все нужно умеренно, не слишком быстро и не слишком медленно, а умеренно, именно так, как подобает по случаю. Вот. Поэтому умеренность — это не карта застоя, это не карта паузы, это карта замедления чуть-чуть, чтобы не было слишком быстро. Либо чуть-чуть ускорения, чтобы не тупить, чтобы не было слишком медленно. И эта карта в первую очередь перехода из одного состояния в другое, так как ты чувствуешь одно состояние и другое. Богиня Ирида, она была посредником между двумя мирами. Между миром мертвых и миром живых, скажем так. Вообще этих посредников было много, и они все выполняли разные функции. Но конкретно девушка, которая изображена на карте, это явно богиня Ирида. Она имеет все атрибуты. Вот, и ирисы, и переливает воду. Она как бы лила воду из кувшинов. Ее часто рисовали как человека, как ангела, льющего воду на, собственно, на землю, как один из прообразов Водолея. Вот. Человек, познавший систему, познавший свои слабости, он сталкивается с тем, что хорошо, я систему понял. Я понял, что мне для себя хорошо. Я понял, чего я хочу и куда мне нужно идти. Теперь нужно менять то, что меня не устраивает. И очень сложный мотив — это мотив дьявола. Вообще, с одной стороны, это, конечно, Люцифер, несущий свет с латыни. Да, имя Люцифер значит несущий свет, просветитель, тот, кто дает знания, тот, кто учит. Он же, если мы помним карту, тут он нарисован с факелом. Люцифер как просветитель, как несущий свет. Он же Прометей, который украл вопреки системе, сломал систему и дал таки людям огонь, хотя боги ему запретили это делать. Он нарушитель спокойствия, нарушитель, ломатель системы. Что такое система? Система — это те знания, которые есть у человечества по Иерофанту. Вот. Это выстроена уже система, в которой ты просто выбираешь свое место, да, как тебя старшая учат. Тут ты понимаешь, что вообще ты сам уже умный, вот, и тебе, ну, ты уже по Зевсу, да, по Юпитеру, ты уже и детей-то практически вырастил, ты можешь уже сам себе решить, что правильно, что нет, и начинаешь видеть ошибки других, ошибки этой системы. Так как мир наш не идеален, людское общество не идеально. Чем старше становится человек, тем больше он понимает, ну, конечно, если у него там есть что-то в голове,
то вот ему лично нравится вот как все люди делают, но он бы сделал еще чуть-чуть и по-своему, да. И вот этот дьявол, который говорит, ну ты же знаешь, как правильно для тебя лично, сделай так, как тебе хочется. Это как бы и соблазнитель, и с другой стороны сподвижник того, что нечего мерзнуть, на тебе огонь, сделай что-то полезное для себя в первую очередь, да. Вот, сломай систему, чтобы другим тоже было хорошо, если это в хорошем смысле, да. Вот. Почему образ Люцифера, как ангела, который нес свет, да, стал таким нехорошим, плохим и сравнялся с образом сатаны? Ну вот. Дело в том, что в средневековье, конечно, Люцифер это был нарушитель спокойствия. Нарушитель того, что представляет собой система. А у них система это религиозная, церковная система, где каждый должен делать так, как сказал Иерофант. Если ты хочешь делать так, как тебе хочется, то ты сектант, ты нарушитель, да, и тебя надо бить ключом. Все нипочем. Да, то есть ключ это как бы символ входа к знаниям, да, символ системы, вот. Символ привратника у врат рая, да, если ты все делаешь правильно, то апостол Петр тебя, там, либо кто с нами был, то он тебя впустит. Вот. Он же, как символ старых богов, которые знали старую символику, знали, чувствовали музыку сфер, то есть знали, что там за планеты вращаются, знали, как все это работает. Это своя система, чуждая христианской системе, да, ну, как бы. Вот, хотя, по сути, очень много общего, как мы видим. И это нарушитель. Это те старые боги, которые говорят, что вот ты же знаешь, как правильно сделать, так как говорили древние, так как, ну, то есть Юпитер, он же Зевс, он же дьявол. А почему дьявол? От того, что он тоже скинул своего отца с престола, как нарушитель, как символ борьбы с властью. Опять же Зевс. Вот, но это Зевс не охранитель, это скорее Зевс, который свергает Кроноса с своего пьедестала, да, с своего трона и сам занимает место, да. Я лучше знаю, да, я порулю. Вот что значит дьявол. Плюс зависимость, но это зависимость скорее по Нептуну, который является вторым управителем этого дома, и значит наши глубинные желания, которые лезут из нас, хочешь ты либо не хочешь, ты чувствуешь, что вот тебе это правильно, а то, что тебе это хочется. Если нельзя по Иерофанту, но очень хочется по дьяволу, то значит чуть-чуть можно. А если в вопрос о любви выпадает умеренность, то это какая любовь? Зависит от ситуации. Нельзя сказать по одной карте, не зная, не чувствуя людей, что именно значит эта карта. Вообще работа с картами, она основана на чем? Она основана на том, что ты общаешься с человеком, у тебя должна быть хоть как-то развита эмпатия, ты должен чувствовать эмоции человека, даже без того, что он что-то говорит. Ну, он тебе что-то рассказывает, этот человек, ты начинаешь его чувствовать. Ты налаживаешь с ним эмоциональную связь и начинаешь чувствовать эту ситуацию сам уже даже без его помощи. И в картах ты находишь ответы на те вопросы, которые тебе задает человек, сопоставляя значение этой карты с ситуацией человека. Это может быть и переход из одного положения в другое. Это может быть и заторможенность некая. Это может быть и замедление сознательное. Это может быть и страх что-то нарушить, страх обидеть. Поэтому это может быть любовь, но это может быть и опасение того, что мне бы хотелось бы с этим человеком, но я боюсь нарушить некую систему, да, еще что-то такое. В общем, что угодно. У каждой карты Таро очень много значений. Если вы читали в интернете значения, да, их вообще, ну, десятки на каждую карту. Что для вас и для этой ситуации значит какое конкретное значение, все зависит от ситуации, от вашего видения карты, от вашего видения человека. То есть это такое очень многосоставное ощущение. Это не так, что вот умеренность значит это, значит в любой ситуации умеренность будет значить одно и то же. Умеренность в каждой ситуации будет значить разные вещи. Поэтому нужно, ну, иметь что-то в голове, чтобы работать грамотно. Вот иначе вы будете работать как цыганки, то есть так.
наобум. Главное денежку с человека снять. Вот. Ну, это такие цыганки неправильные. Обманщицы есть правильные, но это совсем другое. Хорошо, двигаемся дальше. Про дьявола психологии говорят, что это образ нашей тени, темной стороны нашей личности. Потому что темная сторона нашей личности, она нас подзуживает и сделает то, что тебе хочется. Вот. Человек, как воспитанный, интеллигентный человек, он что такое? Это животное, которое себя постоянно самоограничивает с помощью сознания. Это нельзя делать. Мне хочется, грубо говоря, кушать, но зайти в магазин и просто жрать с прилавков нельзя. Вот, это только как бы еноты могут зайти и сразу жрать, да, либо собака забежит, и она вот видит вкусное, она сразу хватает. Вот. Животное, ну, либо волк, да, животное, оно не отвечает за свои собственные действия. Человек отвечает за свои собственные действия, поэтому он себя в чем-то ограничивает, но всегда есть это желание, кушать-то все равно хочется. И вот то желание, которое тебя подзуживает и говорит, ну возьми, возьми с прилавка, положи в карман, никто не увидит. Это плохой дьявол. Вот. Хороший дьявол, да, это тот, кто понимает, что ты не можешь сделать что-то по системе, ты не можешь заплатить, у тебя нет денег, да, но он, обладая знаниями, он тебе подсказывает какой-то оригинальный, не такой, как у всех, не как учили, способ взять эту еду, например, подойти к хозяину магазина и договориться, я вижу, вы там фуру с продуктами разгружаете, давайте я вам помогу, да, а вы мне за это там хлеб с колбасой. Вот, это такой оригинальный, необычный способ, да, он может сработать. Это ты идешь против системы, как бы. Система как? Ты приходишь в магазин, платишь деньги, вот и вся система. Вот, нарушитель системы, если он просто берет, его накажут. Это плохой дьявол, да, это темная сторона в тебе победила. Если ты сильнее других, ну тогда ты можешь пользоваться своей темной стороной. Но, как правило, социум сильнее человека, социум сильнее этого дьявола. Поэтому он такой хитрый, да. Вот. Но правильный дьявол – это Прометей, который говорит, вот тебе знание, подумай головой, ты же умный человек. Не будь животным, придумай что-то новое. Огонь – это символ того, что тебе все время хочется чего-то нового. Это символ движения вперед. А стрельцы, они движутся вперед всегда. Они придумывают что-то новое. Вот. Такие дела, пироги. Ну, собственно, дальше. Что такое башня? Да? Это власть. Причем в башне мы видим некие... Если бы это просто был символ власти, да, то это был бы император. Но император это символ главы системы. Да? Вот, который выстроил эту систему, и, собственно, вот он, карта император, это про самого императора, про сам принцип. А тут мы видим принцип власти. Вот, принцип власти, причем, если бы это был просто принцип власти, да, и все на этом, была бы просто башня с короной. Почему принцип власти? А то, что башня это самое защищенное место в городе, где жили самые богатые люди, самые, как бы, ну, охраняемые. Ратуша, опять же, это самое высокое здание в городе по центру города. Но башня, потому как она самая неприступная. Самые богатые люди города хранили там свои запасы. Самые властные люди города владели самым высоким зданием, да. А вообще в Венеции в свое время, либо в каком, в Турине, я не помню, но где-то строили дома очень-очень высокие, такие средневековые башни, небоскребы. Сохранилось очень мало, но они соревновались, кто башню построит выше, тот круче. Да? Это символ того, что как бы сверху гораздо удобнее навязать свою волю. Потому как сверху просто кинул камень и человека убил. Все, делай, что хочешь. А вот снизу спихнуть того, кто сидит в башне, очень сложно. Человек занял трон, его оттуда фиг спихнешь. В башню прятались все крестьяне, если приходили воины осаждать город, да, все прятались за городские стены, и если пробивали городские стены, все прятались в башню. В башне можно было сидеть очень долго, а то, что там накопленное богатство, это Сатурн, в первую очередь, который как бог земледелец, да, он накопил, взрастил свое имущество, да, сложил в запасе, у него много, вот, но
может прийти Зевс, который свергнет тебя. То есть следующее поколение богов свергало предыдущее. Об этом были целые сказки, да. Вот, например, сам Кронос, он вообще-то сверг Урана. Вот. А потом уже в свое время Кроноса сверг Юпитер, либо Зевс, да? И мы видим молнию, которая свергает вот старое божество, то, которое раньше сидело. Вообще символ свержения системы, вот этого круговорота по Кроносу, это символ года, аграрного года, да, что вот каждый год нужно делать одно и то же, и каждый год он новый, да? Символ свержения и воссоздания власти. Вот. Достаточно сложная карта, потому как она одна на целый дом. И тут, в принципе, мы с вами видим взаимодействие этого самого Урана и этого Сатурна. Сатурн тут главный. Что сделал Сатурн? Как я уже сказал, он пришел и сверг Урана, своего отца. Вот. И башня как раз о том, новое поколение богов свергает старых богов. Что сколько веревочки не виться, сколько ты на троне не сидишь, придут молодые борзые и тебя скинут. Потому что им тоже хочется порулить, потому как они это как бы по дьяволу осознали. Вот это скинуть, сломать систему и самому сесть на трон, это то, что человек начинает понимать в духовной жизни, да, ты ломаешь систему, ты делаешь себя еще лучше. Если мы рассматриваем только негативные значения карт, то картинка вырисовывается так себе. Если мы рассматриваем просто, что значит эта карта. Например, дьявол — это значит твои истинные глубинные желания, которые помогают тебе быть не похожим на других, проявить свою истинную сущность, истинную духовность. Вот. Что такое башня? Это символ того, что все твои старые убеждения умирают, новые приходят на новое место, так как ты взял власть над собой в свои собственные руки. Да? Ты теперь живешь по-духовному, ты теперь думаешь о высшем, ты сам стараешься взять над собой власть. Ты свергаешь свои низменные чувства, своих старых богов, животных, свергаешь сам, как символ как бы цивилизованного нового бога, да, ты садишься на трон, чтобы более правильно, сообразно той ситуации, в которой ты находишься, уже править ну, своей собственной жизнью. Вот, вообще, что за башня такая еще? Башня, надо сказать, это та самая Вавилонская башня, которая была недостроена именно из-за того, что пришел Бог и сказал, так, ну-ка ты ж все. Да, мне это не нравится, что вы тут хотите быть выше. Символ того, что если ты хочешь быть на высоте, ты должен все точно просчитать, иначе как бы вот. Ну и Вавилонская башня, конечно, Шумер, конечно, что за башни там они строили? Строили они там зиккураты. Что за зиккурат? Это башня, это строение, которое, само собой, храмовое, которое, само собой, служило символической лестницей между миром Земли, между миром живых и миром высшим, миром богов небесных. Да? Плюс служило еще и обсерваториями, они там следили за движением планет, то есть астрологию, в принципе, шумеры-то и придумали 4000 лет тому назад. Поэтому вот был один из вопросов, да, вообще карты Таро — это насколько древняя эта система? Она чуть не кажется древней системой, она какая-то очень такая продвинутая и такая вообще мощная, развитая, как бы очень сложная такая, да, если вот верить тому, что я говорю. Вот. На самом-то деле основана, если рассматривать с точки зрения астрологии, то астрология еще более древняя система, ее придумали шумеры, на секундочку, около 4000 лет назад, больше 4000 лет назад, да, 2-3 тысячи лет до нашей эры, вот, вот это все дело началось. Так что, а карты Таро — это всего лишь средневековье, это эпоха Ренессанса. Вот, так что они просто взяли хорошо работающие старые идеи, вот, и в эпоху Возрождения как-то это дело все переиначили вот на более современный лад. Поэтому как бы, карта Таро — это более современная система.
да, если сравнивать с той же астрологией. Но основана она именно на астрологических понятиях, ну, по моей системе, по той, по которой я работаю. Просто потому, что и астрология, и карты Таро говорят об одном и том же. Просто чуть-чуть разными словами, чуть-чуть разными образами. Поэтому, к примеру, где там, карта Солнца, да, вот, вот оно у нас здесь, да, в 12 доме. Карта Луна, она в 11 доме. Хотя вроде бы Солнце у нас вот здесь, да, в 5 доме, Луна в 4 доме вообще, как бы, почему? Потому что Луна астрологическая, это Луна астрологическая, это планета. Вот, и дом, это дом значит свое. А вот карта, она скорее обозначает и дом, и планету, и знак зодиака. От того, что карта это более такое секретическое, да, собранное как бы из разных ощущений символика. И она говорит и о действии, и о ситуации, и вообще это более такой широкий символ. Не такой узконаправленный, так скажем. Именно потому, что интуиция, с помощью которой работает таролог, это достаточно размытая такая штука, не сфокусированная. Поэтому карты Таро тоже такие очень широкая символика, и она значит и то, и то, и то. Луна в картах Таро, она чуть-чуть не такая, как в астрологии, но это та же самая Луна, на которую смотрит астролог. И таролог, и астролог, они смотрят на одну Луну. Они воспринимают Луну глубинно, примерно, как одно и то же, что-то похожее. Объясняют просто по-разному. Вот. Астроном, он вообще видит просто кусок Луны, кусок камня, который вращается вокруг нашего круглого куска камня с водой. Да, то есть их свой взгляд на Луну. Вот. Так, собственно, да, зачем вот эти башни, зиккураты, чтобы наблюдать за миром богов, чтобы наблюдать за ночным небом. Ночное небо – это тот же самый Уран, да, это ощущение того, что все боги следуют некому определенному порядку, так как мы видим, что планеты, они движутся вроде в каком-то порядке, в определенном, по каким-то правилам. И вот желание изучить эти правила, понять, сопоставить вот это ощущение, вот у меня спрашивали по поводу, когда приходит мудрость. Мудрость приходит в последних 2 знаках, в последних 2 домах зодиака. Это Водолей и Рыбы. Но Водолей это мудрость осознанная, а Рыба это мудрость как бы глубинная. Она просто вот, ты ей просто пользуешься. Таких там мыслей. Вот. Так вот, по Водолею, а собственно мы тут видим Водолея, человек, сложив все свои уже духовные ощущения от мира, если мудрость по отшельнику – это мудрость знания, которое можно увидеть глазами, пощупать руками, да, прочитать в книжках и прокрутить через свои ощущения, да, то мудрость по Водолею – это высшая духовная мудрость, да, это понимание того, что почему а, следовать воле богов правильно. Почему эти боги действовали именно так? Этому нельзя научить. Это можно непосредственно ощутить самому. Поэтому есть как бы верующие, да, а есть знающие люди. Верующий человек, он верит папе, да, ну, римскому, имеется в виду, посреднику между Богом и человеком. Это верующий, это прихожанин. Он ходит в церкви рассказывают о том, что там с Богом, да, человек верит на слово, верит Иерофанту, папе римскому, священнику. А водолей – это внутреннее ощущение человека, высокодуховное, когда на него вдруг не сходит вот это озарение, благодать от того, что он вдруг что-то сложил в голове, вдруг что-то прочувствовал, понял, как этот Бог вообще влияет на всю его жизнь. Что такое звезда? Это созвездие, да, это видение того, что все, вот оно представляет собой определенную систему, оно как-то работает, ты чувствуешь, ты начинаешь чувствовать, что оно все как-то связано некими механизмами. Ты это не понимаешь головой, ты это просто начинаешь ощущать. Что за мудрость? Почему как бы вот строили зиккураты, чтобы наблюдать за небом, да, гора Синай, на которой удалился пророк Моисей, да,
и вернулся оттуда со скрижалями, да, те знания, которые ему передал Бог. То есть он понял что-то. Как он понял? Вообще, кто такой был этот самый Моисей, да? То есть это мудрый человек, который на протяжении своей жизни понял, что такое хорошо, что такое плохо, еще пока у евреев не было закона. Никакого закона не было. Они просто жили как-то. Разбирались как-то со своими проблемами, приходили к нему за советом. Он давал им совет как-то, ну, по совести, да, вот как нужно делать. Потом понял, что в принципе в каких-то похожих ситуациях ты даешь одни и те же советы. Значит, есть какое-то правило. А в таких ситуациях, как бы, ты даешь такие советы, и они работают. И те правила, которые работают, в определенный момент вкладываются у тебя в виде инсайта в голове. Так вот же ж оно как, мы и так живем по этим правилам, просто сами этого не подозреваем. А эти правила можно вообще взять и написать, оформить их в каком-то виде. Что такое скрижали, почему они каменные? Потому что это оформление. Камень – это форма, это материальное воплощение некой идеи. Тебе пришла идея в голову, ты ее в словах выразил так, чтобы другие прочитали, поняли. Вот, это высшая мудрость, которая может быть оформлена в виде неких понятий, сформулированных. Вот. Поэтому не убий и не укради и прочее, прочее, это то, что и так всем понятно. Но вот он взял и сформулировал. Вот. Такие дела, пироги. Поэтому это высшая мудрость, умение увидеть всю эту систему, звездную, человеческую систему, и понять, почему люди поступают вот таким образом, почему планеты так движутся и как все это взаимосвязано, да, вот вся эта система, дает человеку умение увидеть в этой системе то, что будет дальше. Раз это вот работает так, значит дальше оно будет так работать. Да? Раз планета год из года движется по этой траектории, значит и на следующий год она будет двигаться по этой траектории. Вот. Поэтому, в принципе, если ты знаком со звездным небом, если ты часто смотрел на эту систему, ты можешь разобраться в этой системе и сказать, что нужно делать. Поэтому водолеи – это хорошие астрологи, астрономы. Это очень ценилось в древности, умение прочитать звезды и сказать капитану корабля, в какую сторону нам надо плыть, чтобы приплыть вот туда. Вот, то есть это умение видеть путь, по которому мы будем двигаться завтра. Это предсказание как бы будущего. Если мы пойдем туда, то мы придем в такое-то место. Откуда ты знаешь? Я по звездам глянул. О, ну ты, наверное, умный, я по звездам смотреть не умею, а ты уверен, что мы завтра туда придем? Ну, если будем делать то-то, то-то, плыть под таким углом, с такой-то скоростью, то мы приплывем в ту сторону. Окей, хорошо. Попробовали, сделали в самом деле. Да ты мудрец, ты знаешь, как плыть по звездам, значит, ну, молодец. Вот. Говорят, Луна это самая психиатрическая карта людей с нарушенной психикой. Для меня она самая сложная в трактовке. Чуть попозже про Луну, собственно, сейчас и будем. Собственно, Луна, что это такое? Люди с психическими отклонениями чаще всего чего-то боятся. То есть, ну, нормальный человек в спокойном состоянии духа, он не боится ничего. Он поэтому в спокойствии, да, умиротворен. А как говорят нервические больные, да, они все время что то боятся. За ними кто-то следит, там какие-то чипы им вживляют, коронавирус, это вот все такое страшное, да. Это вот подсознательное ощущение страха, подсознательное ощущение того, что на том пути, который ты проложил себе сообразно со своими духовными исканиями, ты можешь легко ошибиться от того, что много всего страшного на пути. Как бы не ошибиться? Ты вроде бы высчитал по звездам, но все равно ты не очень уверен, у тебя всегда гложет сомнения. Луна – это внутреннее вот это вот ощущение, да, неуверенности в себе в чем-то, в своих собственных силах. Поэтому почему тут две собаки, да, вообще? Сцилла и Харибда. Кто такие Сцилла и Харибда? Это те морские страшные существа, которые поджидали корабелов на их пути. В этом можно как бы четвертой лекции, да, можно более подробно узнать. Это карта скорее страха такого, да. Но если страх осознанный, то как бы ты понимаешь, как избежать этих опасностей, как обойти зайца и медведя и волка, да, главное не попасться на уловку обмана, уловку хитрости. Карта Луны еще и карта
обмана. Опять же, про Колобка чуть-чуть пораньше в предыдущей лекции есть. Вот. И понимание того, что нужно все делать аккуратно, осторожно, помня умеренность, помня свой путь, не слишком много, не слишком мало. Вот по золотому срединному пути, если идти, да, вот как на карте рисуют, вот есть путь между двумя крайностями, между двумя столбами. Нужно пройти, как вот по тоненькому, по лезвию ножа, чтобы не упасть ни влево, ни вправо. Ни слишком много, ни слишком мало. Почему она страшная, эта карта? От того, что богиня Луны, Луну видно ночью, да, чаще всего. Днем она так еле-еле светит. Вот у меня. Днем она еле-еле светит, да. Ну и богиня Артемида или Диана, она, в принципе, ну вот мы видим Луну, да, это признак женственности, которая пугает мужчину, который не может что-то понять. Это подсознательное умение что-то сделать. Да? С Дианой очень часто бегали собачки. И вообще один из образов богиня и 12 собак, это как бы вот, собственно, Диана и 12 ее собак. Луна и 12 знаков зодиака, да? Вот. Она же богиня, которая охотилась, богиня-охотница Диана Артемида. Она загоняла животных, потому что животные боялись, да, и убегали от нее. Вот это ощущение, которое возникает при взгляде на карту Луны, это вот ощущение того, что впереди страшно и ждет много опасностей, и хорошо бы как рак, раз, и назад домой в уютную норку, в болото, да. Вот вам, пожалуйста, рак, связь с четвертым домом, связь с повозкой, с колесницей, что вроде ты весь такой смелый, но когда надо что-то в самом деле делать, да, в самом деле ты решил быть всем таким, ну, вести здоровый образ жизни, быть высокодуховным человеком, но тебя поджидают страхи и опасности. Будешь ты высокодуховным человеком, а тобой будут все пользоваться, да, вот, поэтому, ну, и прочее, прочее. Знак зодиака рак очень подвержен действиям по Луне, потому что рак это лунный знак. Дом рака это четвертый дом, это дом Луны. Как бы, в принципе, это одно и то же ощущение, что лучше по хорошо накатанной колее, да, а вот по истинной Луне, вот по карте, нужно идти вперед мимо своих страхов. Вот. Более подробно в четвертой лекции там есть у меня. Вот. Ну и, собственно, Сатурн тут еще как ощущение такое, скорее, да, вот тот серп, который чуть что, он тебя срежет. Вот. Хорошо, нам бы надо успеть, да? В этом знаке много алкоголиков. В каждом знаке много алкоголиков, много алкоголиков в рыбах. В рыбах очень много. Вообще все водные, они как бы склонны к тому, чтобы закладывать за воротник. А от того, что алкоголь, он дает ощущение вот это внутреннее, которое является... Ну, алкоголь усилитель эмоций. Если вам хорошо, вы выпили, вам еще веселее. Если вам плохо, грустно, вы выпили, вроде стало веселее, но потом еще хуже стало, да, то есть алкоголь, он не спасает, он не увеселяет, он усиливает эмоцию. А водные знаки, они все очень эмоциональные, и алкоголь для них такое, как бы, ну, особенное влияние на них оказывает. Очень сложно спрыгнуть с алкоголя, если ты водный. Но если ты по Диане понимаешь, как себя нужно вести, бороться со своими собственными страхами и сел вот на этого правильного белого коня с золотым рогом, да, а это символ, напомню, чистоты помыслов, да, вот, и вообще богиня-девственница это Диана, ее же одно из почитаемых животных это олень, то есть лесной конь с рогом, да, с рогами. Вот, он же единорог, который появляется только тем, кто честен и чист душой, тем, кто чист, тем, кто девственен душой, да. Вот, это богиня-покровительница детей, опять же. Она же управительница дикой охоты, управительница охоты, в принципе, которая чуть что похищала детей, если за ними плохо смотрели матери. Да, то есть себе забирала, чтобы лучше заботиться. Это символ заботы и беззаботности. Вот. Поэтому, ну, опять же, подробнее в четвертой лекции есть. Ну и последняя карта, которую мы рассмотрим, справедливость.
собственно, правильная справедливость, либо правильное правосудие, либо высший суд, да, страшный суд, судный день. А карту называют страшный суд, либо судный день. Judgment это правосудие в прямом переводе с английского, да. Тут мы видим скорее ощущение того, что ты можешь возродиться, если ты делал что-то правильно. Это закон кармы, это закон ощущения того, что твои мучения не могут длиться вечно. Рано или поздно ангел Исрафил или Рафаил, если в христианском варианте, протрубит, вот, и души всех людей как бы восстанут из гробов и пойдут на суд, где им уже будет суждено либо в рай, либо в ад, либо вверх, либо вниз. Да? Почему либо вверх, либо вниз? От того, что это ощущение того, что в нашей жизни две силы постоянно тянут нас то вверх, то вниз, то на темную сторону, то на светлую. Собственно, вот этот значок, да, шестиугольная звезда, это сочетание ощущения того, что некая часть светлого тянет нас вверх к единению с Богом, а некая часть нашего же темного тянет нас вниз к ощущению, к соединению с материальным миром. Хочется, ну, какие-то мирские вот все эти штуки пробовать, да. Хочется печенек, да. На темной стороне есть печеньки. Вот, какие-то плюшки, какие-то вкусности, какие-то приятности, излишества всякие нехорошие и прочее, прочее. Вот это ощущение, оно присуще рыбам, которые все время то вперед, то назад, да, и хочется быть и хорошим, и хочется себе что-нибудь, да, то есть вот такое. А это привязанность, это ощущение того, что ты привязан к земной плоти, материальной плоти, которой хочется вот такого чуть нехорошего, жирного, сладкого, вкусного, полежать, полениться. И есть как бы высокодуховная твоя составляющая, которая стремится к единению с Богом, и мирская бренная оболочка ей как бы мешает, но с другой стороны вот борьба двух этих противоположностей является лейтмотивом всей нашей жизни. Борьба двух противоположностей и задает всю живость всей жизни, да, и является причиной всего, что происходит. Если бы не было этого конфликта внутреннего, все бы просто сидели, всем бы было все хорошо, и никому ничего бы не хотелось, и ничего бы не происходило. Вот. Происходит в нашей жизни, что-то живет, что-то развивается от того, что ты чувствуешь, вот это для тебя хорошо, а это для тебя плохо. Это не хочу, а это хочу. И это движется, растет, работает. И происходит движение опять, как мы видим, опять в сторону мага, опять в сторону того, что ты вроде весь круг прошел, все понял, все осознал, ощутил необходимость, неизбежность этой внутренней борьбы, стремления быть хорошим и стремления много кушать, да, там, либо там нехорошее излишество, все это. Осознал ты все это, освободился по высшему суду от своих пристрастий. И что, скучно? Все кончилось по этой самой, по карте мир. Человек обрел умиротворение. Он принял все как есть. И ему ничего не хочется. У него все хорошо. У него все уже случилось. Круг замкнулся, Оби-Ван Кеноби, да? Значит, нужно что-то делать дальше. Нужно идти куда-то дальше. Мир и шут это примерно одно и то же. Просто это разные степени. В мире мы видим все. Мир и есть весь этот зодиак. Мир и есть вся эта система Таро. Да? У меня спрашивали разница между миром и колесом фортуны. Дело в том, что колесо фортуны – это видение мира изнутри, как он устроен, те механизмы, которые им действуют на материальном уровне, да, некие причины взаимодействия не столько духовные, сколько физические. Это наука, это естествознание, скажем так, да, это вот то, что можно взвесить, ощутить, мерить, это научный подход к жизни, да? А вот это духовный подход к жизни, это когда по рыбам ты уже осознал все непосредственно на своей собственной шкуре, и ты понял, что есть необходимость окунуться в этот мир полностью и просто быть его частью. Частью мира. Ты чувствуешь мир и себя в мире, как единое целое. Вот, поэтому это просто окончательный итог всего. Это не что-то определенное, это вообще все. Карта мир это не карта чего-то конкретного, это карта вообще всего. В него можно впихнуть все карты. Вот. А карта шут
Это карта ничего, это нолик, это ноль. Это карта чего-то нового, чего еще нет. Это тот самый Иванушка-дурачок, который вроде бы есть, но он еще не знает, что там будет, не знает, с чем ему столкнуться. Определенный опыт у него есть от того, что это следующая стадия после мира. Опять, да, мы один круг прошли, и хопа, опять на том же самом месте, но уже на год старше, да, либо на целую жизнь. Дальше следующая жизнь, да, либо следующий год. Вот. Альфа и омега. Две цитатки. Бог, согласно древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего. То есть Бог это все. Да? И все скоро гряду, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его, страшный суд. Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. То есть разница между этими двумя высказываниями, ну, где-то около 1000 лет. Да? Если я не ошибаюсь. Это сказал Платон в законах. Да? А вот это уже Библия. Но, в принципе, суть одна и та же. Бог, он вездесущ, и ты соединяешься с миром, соединяешься с Богом и познаешь, что, в принципе, начало и конец это одно и то же. Что ты, вот это вот ничтожное начало, да, ты есть часть этого Бога. Что палец, это не только палец, но еще и человек. Ну, потому что палец, это же не просто палец, это часть человека, значит, и это тоже человек, да? Вот. То есть, если вы палец просовываете в другую комнату через дверной проем, да, это значит, что человек некой своей частью находится уже в комнатах. Вот. То есть, человек как палец, он же и человек. То есть, ну, вот оно вот так вот все и выстраивается. И вот это ощущение двух карт, где альфа и омега, где все как бы проистекает одно в другое, вот шут и мир, они где-то здесь. Они вот эта застежечка, которая соединяет начало и конец. И, в принципе, их можно поставить между любыми другими картами. Это как бы ощущение того, с чего ты начал и чем ты закончил. Если ты что-то закончил, ты можешь продолжать дальше что-то новое. Вот. Вот такие дела, пироги. То есть, если рассматривать это как винтовую лестницу, да, то шут и мир это скорее как вот эта верхняя ступенька, которая уже как бы и не ступенька, это уже как бы следующий этап, следующий уровень. Но она вроде бы как бы ступенька, да, но она соединяет вот этот переход и тот мир, в котором мы уже находимся. То есть это просто карты-соединители. Вот. Давайте так сделаем. Что именно значат эти карты скажем так, в практическом значении я, наверное, сделаю уже после того, как я выпущу цикл лекций по младшим арканам, это еще, по-моему, 4 лекции будет точно, да, по младшим арканам мы разберем, а потом просто по каждой карте, по каждому старшему аркану я буду делать отдельный эфир с отдельными значениями уже практическими, с подробным как бы объяснением того, что эта карта может значить в такой ситуации, в такой, в работе, в общении личном. То есть более бытовые, более применимые на практике значения карт. Я могу вам дать, но это надо очень много инфы, опять же, выдавать. Тут имеет смысл каждую отдельную лекцию давать по каждой карте. Но я не думаю, что там будут двухчасовые такие лекции, да. Скорее всего, по каждой карте мы будем вкладываться где-то, может быть, полчаса-час от силы. Вот. Роман, спасибо вам большое. Вам спасибо, что терпите, слушаете вот это все. Я понимаю, что это мало кому интересно, мало кому надо. Людям надо знать, как бы с чем будет связана их будущая работа. Людям надо знать, разойдутся они, сойдутся с мужем, либо нет. Но если вам надо знать, как это все работает, вот можно посмотреть эти лекции. Как бы лишним не будет. У меня как бы сейчас время есть, я вот это чуть-чуть рассказываю. Вот, так что вот, наверное, так как-то, вот так это все работает. Я понимаю, что это сложно, но это не такая простая вещь, чтобы она так просто объяснялась. Карта Таро это сложная, очень многогранная, очень глубокая система, которая в двух словах просто не может быть объяснена. Вот. Нельзя просто взять значение карт и сказать, вот маг значит это, жрица значит это, и все. И ты просто вот выбираешь, да, и вот тебе выпала карта маг, значит ты просто чего-то хочешь. Да?
Вот тебе выпала карта дьявола, значит, тебе что-то хочется того, что нельзя, да. Но это очень примитивно, это не даст вам глубины просмотра. А вы можете порекомендовать книги по Таро. Хайо Бансхаф. Был, к сожалению, был такой немецкий современный нам таролог. Я бы советовал вам читать современные книжки от того, что если вы не очень любите мифологию и философию, значение карт по старым книгам вы не поймете. Вот. Они слишком громоздкие, слишком архаичные. Вот. Лучше читать современников. Хайо Бансхаф, это немец. Бансхаф. Вот. Вот скопируйте себе и погуглите. Он написал несколько книжек, они все достаточно понятные, простые современному читателю. Отлично, отлично. Очень хорошие идеи, очень схожая система, чуть-чуть своя, как бы более такая линейная, да, но тем не менее для практической работы вполне может подойти. Вот, ну как-то так. Ну что, со старшими арканами мы закончили. Я думаю, что у нас впереди еще младшие арканы. Когда, наверное, в понедельник, вторник следите за каналом, подписывайтесь, если вам интересно, ставьте там лайки, все это, что надо ставить, да. И в понедельник, вторник мы с вами увидимся на лекции по младшим арканам. Вот. Я надеюсь, что насколько я мог в общем, как бы философию карт Таро я вам показал по старшим арканам. Вот, чуть более приземленную сторону карт Таро, то есть младшие арканы, мы вам уже покажем на следующих лекциях. Ваша лекция мне напоминает книгу Рэйчел Поллок «Мудрость Таро». Не читал, не знаю. Ну, как бы, если что-то напоминает, то, возможно, это потому, что и она про Таро, да, стала, и я про Таро рассказываю. Может, напоминает от того, что об одних и тех же вещах говорим, как бы, ну, если рассказывать о двигателе внутреннего сгорания, да, то два разных человека могут рассказывать по-разному, но это будет похоже от того, что как бы об одном и том же. О цилиндрах, о поршнях. Там цилиндры и поршни, там цилиндры. Поршни. Люди разные, но идеи и понятия одни и те же, поэтому вот, похоже. Такие дела, пироги. Спасибо за интересную и нравоучительную лекцию. Алла, вам спасибо, что вообще спасибо всем, что даете возможность рассказать об этом, от того, что я не очень умею разговаривать просто на камеру. Мне нужно, чтобы были люди, мне нужно чувствовать аудиторию, так скажем, да. Вот. Мне для того, чтобы рассказать что-то, нужно ощущать, что кто-то слушает, что кому-то это надо. Того, что рассказывать самому себе на камеру, ну, я и так все это знаю. Самому себе рассказывать. Благодарю, Роман. Хорошо, и вам спасибо. Вам всем спасибо. Большая просьба, распространяйте это видео. Да, чем больше народу будет приходить, тем мне будет интереснее, тем проще мне будет потом работать. Опять же, чем больше народу обо мне узнает, скажем так, тем большим людям я смогу помочь. Ну и, соответственно, обо мне тоже люди забудут. Так что желаю вам удачи. Всех с Первомаем. Да? Вот, всех с праздником. Всем пока. Увидимся.